Всем привет, ребята! Здравствуйте. Это у нас Каппадокия, регион Турции, где очень-очень много средневековых церквей. И добро пожаловать во влог. Вот, мы здесь первый день и поехали в Open Air музей. И тут очень-очень много церквей, тут их 13 штук минимум. И там везде иконы, но их нельзя снимать, поэтому я вам снимаю только снаружи. Ну, иконы такие довольно безумные. Но и геологические образования тоже ничего так. Ну, мы вам все Вполне. расскажем отдельно. Да. Что вы, Иван, скажете нашим зрителям по поводу этого? Ну, в принципе, что-то в этом есть. Что-то есть. То есть, вот, как бы, да, представьте... Главный вопрос, вы считаете, это инопланетяне построили? Нет, плохо. Вот это, я считаю, люди построили. Ты прям уверен? Где ваши доказательства? Где наш... Ну, просто... Где ваши доказательства? Где? Так Не это, снимаю. поцарапать камушек и начнет сразу это все сыпаться. Мы нашли идеальное домашнее растение. Это что-то среднее между растением и животным. И подушкой. Подушка, что оно супер мягкое, нежное, Какое-то флисовое прям. флисовое, да. Еще там немножко капельки росы или дождя. Ну и обсыпалось вот с дерева Да. всякая дрянь на него. Так он классный. Вообще. Имейте в виду. Нежнейшесть. Щеночки. Молодцы. Клевые. Листик жрут. Они. Нам нечего им дать. Я думаю, им тут дают туристы. Эй, ребята. Надо с собой это мяско носить, чтобы в случае чего. Мяско. Пишет, нельзя снимать, к сожалению. Ну, хоть покажу вам снаружи. Вот они. Вот это вот наш... это Святой Феодор. Но вот этих конных святых, короче, можно только по надписи различить. По-моему, они все одинаковые. Сходили, наверное, в 3 или в 4 церкви, или в 2, и уже устали. 4, мне кажется, Да, было. 4 церкви. там как бы столько всего понакалякано, вот, намалевано, что очень много приходится смотреть туда-сюда. Я вот книжку прочитал целую по дороге. Да, Называется «Пещеры Божии». да, Вот, где хоть какое-то это объяснение вообще, что происходит, что почем. да, и объясните нам. Вот, ну, то есть, значит, здесь монахи от мира скрывались. И поскольку здесь такой очень удобный геологический материал, выдалбливали себе пещеры. Да, видите, он удобный какой. То есть у них здесь были кельи, церкви, трапезные, ну все. Вот. Где-то, значит, там подхоранивали прям к этим церквям. Вот. И, соответственно, уникальная абсолютно черта, что вот здесь вот очень хорошо сохранилось, очень хорошо сохранились росписи. Правда, конечно, мусульмане, они, когда все это видели, непотребство, они, значит, эти бошки им скалывали. Ну, есть, отколупливали лицо как-то их это кусочки. нарушало их религиозные чувства. Но не всегда и не везде. Да. Вот, но, видимо, там, где это как бы было покрыто чем-то, где как-то там замело, там не отколупали, а там, где это было на виду, там отколупали. Вот, и это самое, здесь, короче, несколько периодов было. Вот, и главное, что здесь был период иконоборчества.
То есть в какой-то момент византийский император запретил почитать изображения. Ну, видимо, не только здесь, а вообще Ну, везде. везде, да. Соответственно, вот Да. есть здесь несколько иконоборческих церквей, где вообще никаких изображений нет. А есть только кресты. Вот. Но мне кажется, вот здесь вот, где мы сейчас находимся, в Гориме их нету, это надо немножко отъехать, чтобы их найти. Вот. А потом зато, когда... Главное, окончательно не отъехать. Да. Да. А когда, значит, иконоборчество рухнуло, пало, то они, значит, наоборот, совсем стали, значит, это самое, с ума сходить, и тут вообще разрисовывали вообще все. Буйство. Буйство. Причем красок. сначала разрисовывал сам архитектор, который выдал Да, всякими примитивными изображениями. а потом поверх этого уже приходил художник и рисовал красивое. Да. Вот. И это все такое очень народное искусство, то есть вот все эти иконы, надписи надписаны, и они все написаны не очень неграмотно, что вот удивительно. То есть как-то кажется, что ну, вот человек рисует там во всю стену там какого-нибудь архангела, уж должен он посмотреть, как правильно пишет слово архангел. Но вот это Может быть, вообще им не важно. просто было неважно. Им вообще это было не важно. Да. Главное, чтобы Стало, ладно. люди поняли, о чем идет речь. Да. Вот. И потом, в общем, какое-то время это все использовалось, но вот пришли сельджуки, турки, и это самое. Здесь Всех захватили. всех захватили, и как-то тут все затухло. А потом 100 лет назад вообще все последние греки-христиане отсюда уехали в Грецию. Поменялись греки с турками. Обменялись. Меньшинствами И- обменялись. Да, и теперь это Всё. все Теперь здесь музей. ни одного христианина нет. Да, и тут ходят Каппадокии. турецкие эти гиды, Да, рассказывают. и которые вообще очень плохо себе представляют вообще все это, Да. потому что это совершенно не их как бы мир. Вот, что-то рассказывают, рассказывают. турецкие гиды рассказывают японским туристам про императора Константина, Миланский эдикт, иконоборчество, в общем, Да, все это как-то вот... такая история. Человек, который никогда не ел ананаса, рассказывает другому человеку, который не ел ананаса, какой на вкус ананас. Окей. Такая история. Приехали в церковь, где нет людей. Да. Поэтому мы здесь можем спокойно ходить и снимать. Здесь, вот, смотрите, какая панорама. Да. Дождь все идет. Вот, эта церковь, я на нее очень сильно рассчитываю, потому что здесь должна быть картинка с апостолами, и у них книги в руках, и на книгах написано, куда эти апостолы отправились проповедовать. И у апостола Андрея на книге должно быть написано Кинокефалия, город псоглавцев. Вот, очень такой Что интересный это сюжет. за город? Где вот живут... Вымышленный? Ну, естественно, да. А может, они кого-то считали псоглавыми? Ну, нет, ну, типа, в древности считали, Собаки, что типа. где-то, да, собакоголовые люди живут где-то в Африке далеко. Да, у нас король лампочек. Это церковь. В общем, неожиданно приходится лазить по таким вот тоннелям. Мы оттуда пришли. Тут вот еще один тоннель. Куда-то дальше идет. В неизвестность. Ну все, мы дошли до тупика. Да. Просто тупо туннель ведет в тупик. Просто тупик. Да. Ну, короче, казалось, что я перепутал, что эта церковь называется Айнали Килисе, а меня интересовала церковь, которая называется Айвали Килисе. Ага. Разница в одну букву. Да. Но здесь тоже прикольно. Да, В туннельчики. принципе. Туннельчики. Вот. Такой вот высоты, видите.
следующий день мы приехали в долину Ихлара. Да, которая в древности называлась Перестрема. Да. Вот, то есть это долина, река проходит, река пробила тут, вот видите, такую большую, как бы, называется, депрессию. И здесь вот на протяжении 14 километров иноки себе Строили свои церквушки. строили церквушки, кельи, монастыри. Да, Вот. там можно ходить внутри. А сейчас тут можно вкусно поесть, И что-нибудь приобрести. что-нибудь выпить и приобрести. Иван приехал в долину. Я приехал в долину. Это не Кремниевая долина, Нет, а это Ихлара. нормальная долина, Ихлара. Да. Такая горища тут. Это вот все, вот эта вот речка Прорубила. прорубила Ведь путь. она такая маленькая и такая удаленькая. Ну, она просто работала, как муравейчик. Надо просто много работать. И в конце Тогда концов всё получится. всё получилось. Да. Всем привет! Сейчас я героически спущусь вот в эту глубину и посмотрю, что там, что почем. Захватывающе. Как ты потом собрался обратно забираться? Об этом мы не подумали, естественно. Это об этом будет думать Иван, который уже на связи. Хорошо. Whatever you say. Угу. Ты меня снимаешь, что ли? Да, Вот весь этот процесс моего спуска. да. Что там? Вот тут какие-то помещения. Yeah, I think there is some sort of Rooms there. I thought it's like gray. No, Grey? no, this is No. not a break. I think this was like a refectory, like a restaurant. Это комнаты там. Что говоришь? Комнаты какие-то. Ну, здесь мы Ивана и оставим. Надо мне, пожалуйста, сесть. До свидания. Теперь самое интересное, как Иван будет забираться обратно. Easy. Ну, хорошо. Изи так изи. Иван альпинист. Ну, вот тут единственная проблема, вот здесь вот момент ногу поставить. Ага. Ага. И теперь Теперь. отойду чуть-чуть. А что теперь? Да. А я не знаю теперь, что делать. Ну, теперь вот Иван, который должен об этом думать. Да, это у нас Давай, пара думай. Ивана второго. Давай ногу закидывай. О. Оп, оп. Все. Болдеринг, зря что делать.
Здравствуйте. Как вас звать? Ребятки, что вы хотите от меня? Такие гопники вообще. Ваня защищает мой чай. Блин, она уже сейчас мне на колени залезет. Не залезть. Это вообще какие-то, это кто, индюки? Я не знаю, я таких не видел. Да, похоже на индюков, да. Но они тоже по сахару, короче. Они тут все по сахару. И ведь главное, их там наверняка кормят на ферме. Просто им хочется еще Сахара. сахара, да. Деликатес. Вот к ним иди, вот сахар. Вот такой сахар. Нет, не надо. Ну что, так вы симпатичные. В принципе. Но не очень умные, видимо. Ну.